вы постоянно, имея дело с государством, вы имеете дело не только с брехней, не только с враньем откровенным. Вы имеете дело вообще просто с фикцией. Придется выбирать между жизнью и своим имуществом. Ну, то есть, другими словами, и своими деньгами. А для рынка, в принципе, нет запретных тем. Я уже говорил, что, так сказать, в истории мы знаем, что рынок решает любые проблемы. Добрый день, друзья. Те, кто смотрел из вас наше предыдущее видео, которое мы записывали в пятницу, те знают о том, что наш разговор был прерван отключением электричества, и мы, так сказать, прервались на интересной теме, связанной с обсуждением ситуации с книжными сертификатами и вмешательством государства в книжную торговлю. Я выбрал время в воскресенье для того, чтобы записать ту часть, которая не вошла в наше основное видео. И я надеюсь, что вам будет интересно дослушать этот разговор до конца. Напомню, мы обсудили в пятницу ситуацию с отключением электричества, где я еще раз напомнил о том, что отключение электричества властью — это свидетельство того, что, во-первых, поставка электроэнергии не является услугой. То есть, это чисто государственное монопольное распределение определенных ресурсов. Это не услуга. Здесь нет обратной связи, здесь потребитель лишен всяких прав, возможности выбора и так далее. Поэтому говорить что-то о том, что цена как-то связана с качеством этой услуги, не приходится. Да мы это и видим. Чем хуже у нас поставление, чем хуже у нас качество, так сказать, электроснабжения, тем выше цены. То есть, это классический пример того, что государство манипулирует этой услугой, этим рынком, этой потребностью, которая есть у людей. А люди лишены возможности выбора. Альтернатива очень дорогая. И вот эта программа по развитию, значит, солнечной энергетики, она в значительной мере является как бы одним из компонентов общей концепции, которая заключается в том, что власть ограничивает энергоснабжение людям, генерирует таким образом ажиотажный спрос на альтернативные решения, на разного рода аккумуляторы, батареи солнечные, значит, генераторы, инверторы и так далее. А люди, которые контролируют этот сегмент рынка, они получают сверхприбыль. То есть, причем власть освобождает их от уплаты налогов, от уплаты таможенных пошлин и так далее. То есть, то, что нужно, в общем, платить любому бизнесу в Украине, или платить взятки и так далее. Здесь люди, приближенные к власти, они получают льготный режим. То есть, таким образом мы получаем законченную модель, когда деньги из бюджета, которые пойдут на кредитование таких покупок, на финансирование таких проектов, эти деньги будут потом планомерно переходить в карманы, так сказать, нужных людей. То есть, тех людей, которые связаны с властью. Это банальная модель отмывания денег. То есть, как эту проблему вообще можно было бы решить? Да, в общем, довольно просто. То есть, если вы не способны обеспечить население электроэнергией, уходите. То есть, оставьте этот рынок, освободите его. То есть, другими словами, превратите его в настоящий рынок. Уйдите. Государство должно уйти из этого рынка. Оно не способно решать проблемы людей. И частный рынок возьмется и решит все эти проблемы без всяких сложностей. Рынок всегда решает любую проблему. Если есть спрос, а спрос на электричество — это один из фундаментальных, так сказать, одна из фундаментальных потребностей людей, то рынок всегда найдет решение. Мы ведь знаем, например, и тут как бы сколько бы нам ни говорили о том, что ну а как же война, Путин бомбит, стреляет там и так далее. Да, ну так вспомним историю. Во время Второй мировой войны Великобритания под жесточайшими обстрелами и налетами, бомбардировками и так далее выпускала самые лучшие практически истребители этой войны. Построила радиолокационные станции, которые были супер инновационными. Создала магнетрон, который был прорывом, научным прорывом и технологическим прорывом того времени. То есть частный бизнес и бизнес, который
был связан с государством как поставщик и заказчик, то есть когда государство лишь заказчик каких-то услуг и товаров, связанных с войной, а все решения рождаются в частном секторе, там любая проблема является решаемой. Это то же самое, кстати, демонстрировала и Германия, которая под неимоверными бомбардировками союзников ухитрялась производить и бензин из угля, там синтетический, и строить самые передовые реактивные двигатели и так далее, и так далее. То есть вообще война длилась потому что Германия демонстрировала фантастические возможности под жесточайшим огнем, истребительным огнем союзников. Почему это было возможно? Да потому что в Германии в значительной мере сохранилась частная индустрия, частный рынок, частное производство. Оно было охвачено лишь контролем государственным, что не делало, так сказать, его лучше. Но сама суть производства оставалась в частных руках. Собственно, поэтому и государство могло состязаться, так сказать, в жесточайшей войне. То же самое мы видим и сегодня. Сегодня Киев защищают ПВО, которые созданы не государственными предприятиями. Эти ракеты, эти установки, эти системы, они создаются частными компаниями. Государство здесь выступает лишь только как заказчик. То есть мы понимаем, что если бы государство выпустило из своих рук все, что можно, так сказать, освободить, то это пошло бы только на пользу Украине. То есть это повысило бы ее потенциал, промышленный потенциал. Рынок решил бы проблемы, связанные с импортом необходимых элементов, созданием новых систем, новых технологий, распределением, допустим, в случае с электроэнергией и так далее. То есть мы бы видели, как решаются такие проблемы в экстремальных условиях. А для рынка, в принципе, нет запретных тем. Я уже говорил, что, так сказать, в истории мы знаем, что рынок решает любые проблемы. Важно только степень свободы. То есть, если бы рынок был свободен в Украине, если бы индустрия, производство, промышленность были свободными, мы имели бы гораздо более мощные возможности для того, чтобы сопротивляться и победить в этой войне. Я также успел в прошлый раз несколько затронуть тему книгоиздания и напомнил о том, что украинское правительство приняло, закон о субсидии книжных магазинов. И, собственно, а раньше, если не ошибаюсь, уже была программа субсидирования издательств. То есть теперь, государство субсидирует как бы тех, кто продает, а продают это очень часто те же самые люди, что и печатают книги, так сказать, создают книги, и помогает еще потребителям через систему книжных сертификатов. То есть это прямая модель вмешательства государства в рынок. То есть таким образом государство убивает любой рынок. Как это происходит? Разрывается связь между потребителем и поставщиком. То есть в данном случае все, кто занимается поставкой книг на рынок, становятся зависимы не от покупателей, а от финансирования государства. То есть государство контролирует эту тему. Более того, оно теперь еще хочет и контролировать потребление, то есть раздавать людям деньги на то, чтобы они покупали книги. Деньги, конечно, смешные, но, по крайней мере, сама тенденция уже очевидна. Вы можете посмотреть у меня на канале, есть специальное видео. Одно из первых видео, которое я записывал, было посвящено книге. Книгоизданию и влиянию государства, негативному влиянию государства на этот рынок. Там я более детально останавливался на этих вопросах. Пока же можно только сказать одно, что вот это вмешательство государства в рынок приведет к тому, что мы увидим в книжных магазинах огромное количество литературы, которая будет пользоваться минимальным спросом. То есть это будут книги, изданные в соответствии с разными государственными программами, в честь государственных праздников, там в связи с государственными героями из далекого прошлого и так далее, и так далее. То есть нам будут рассказывать опять вот эту вымышленную историю государства и всех вопросов, связанных с этим. Что уже сейчас заметно. Зайдите в украинский книжный магазин, вы там не увидите книг,
которые не были бы основаны, так сказать, на каких-то марксистских и других социалистических принципах. Меня как-то спрашивали, что ведь я больше говорю о литературе нон-фикшн, то есть о литературе профессиональной, которая в рыночных условиях имеет хороший стабильный спрос, потому что люди повышают свою квалификацию, становясь более конкурентоспособными на рынке, то есть получая большую отдачу от своих усилий. Но дело касается и художественной литературы, потому что рынок оперирует таким понятием, как свободное время. То есть здесь мы видим, например, падение спроса на художественную литературу. Во-первых, здесь влияет, безусловно, сам спектр отбора, что издатели печатают. А второе, здесь важно то, как люди могут оперировать своим свободным временем. Есть ли у них свободное время для чтения такой литературы? Потому что здесь мы говорим об удовольствии, то есть о получении удовольствия от свободного времени, чтения художественной литературы. В условиях, когда мы живем в рыночной экономике, в свободной рыночной экономике, эффективность труда человека достаточно высока, и у него значительная часть его времени является свободной от непосредственно экономической деятельности. И он имеет это время для того, чтобы потратить его на чтение книг, на занятие любимым делом, каким-то хобби и так далее. Но когда мы находимся в ситуации, когда государство зарегулировало рынок, экономику, когда государство угнетает предпринимательство, когда производительность труда на низком уровне, то здесь человеку для того, чтобы поддерживать пристойный уровень жизни, приходится тратить очень много времени на производственную деятельность, то есть на экономическую деятельность, прямо говоря, на зарабатывание денег. Мы ведь очень многие знаем, как изменилось понятие рабочего времени в современной Украине. Оно во многом исчезло для многих людей. То есть люди работают на 2 работах, допустим, или у них есть основное занятие и дополнительное. Возможность работать удаленно, иметь интернет, компьютер у себя дома, очень многих людей превращает, по сути, в круглосуточных работников. То есть они работают буквально все свое время. Не потому, что они фанаты какие-то, не потому, что они трудоголики, не потому, что они не понимают, как бы они могли использовать свободное время. Нет. Просто экономические условия таковы, что если вы хотите хоть как-то поддерживать пристойный образ жизни, реализовать какие-то свои планы, реализовать свои потребности, вам надо очень много работать, потому что производство неэффективно, экономика неэффективна, зарегулированные жестокие налоги и так далее, у вас конфискуют больше половины заработанного государства. То есть, таким образом, вам приходится очень много работать. А когда вы очень много работаете, ясно, что вам не до свободного времени и не до чтения художественной литературы. Я обратил внимание на заявление, которое сделал небезызвестный господин Гетманцев в эфире государственного телевидения недавно. Он буквально в своей речи, так сказать, говоря о том, что налоги неизбежны, повышение налогов неизбежно, он буквально заявил следующее, что так как вопросы наполнения бюджета становятся жизненно важными, как он говорит, то, следовательно, и украинцам придется выбирать между жизнью и своим имуществом. То есть, другими словами, и своими деньгами. То есть, они будут, по сути, поставлены перед таким выбором. Как бы государство говорит нам, хотите жить, отдавайте все ваши деньги государству. То есть, по сути, речь идет о том, что хотите жить, платите за это. Причем платите нам. То есть, мы начальство, мы государственная власть. Платите нам деньги, тогда вы выживете. Но это ложится непосредственно в концепцию проводящейся сейчас мобилизации, то есть когда от мобилизации можно буквально откупиться, да, это есть там система бронирования. Я не очень четко понимаю, как она работает, но речь идет о том, что если вы 20 тысяч, если не ошибаетесь, в месяц готовы отдавать государству, то вас не будут трогать, То есть на вас не распространяется тогда всеобщая эта обязанность, значит, служить в армии. Хотя нам постоянно государство говорит, что мы все равны перед законом, что это священное, долг и так далее. Нет, когда вы платите, там забывают про священность долга, про равенство перед законом и так далее. Деньги в государстве решают все. То есть они списывают это все на войну, а таким образом война превращается для них в универсальную отмазку.
Они повышают налоги в ситуации, когда уже взять, в общем-то, нечего. То есть для этого нужно человека напугать. То есть надо поставить его перед, как они любят говорить, экзистенциальным выбором. То есть вы или отдаете все, что у вас есть, государству, а что там дальше, это не ваше дело. Типа. Они знают, значит, куда эти деньги деть. Или вы обречены на смерть. То есть у вас, по сути, вас лишают выбора как такового. То есть вы оказываетесь в армии, не имея никакого навыка, никаких навыков боевых действий, не понимая, какая логика вообще, какая стратегия у современного командования. То есть в этой ситуации, безусловно, выжить это удел немногих. Причем, что я хочу напомнить? Хочу напомнить, что ведь мы говорим об Украине, то есть страна, в которой у людей нет избыточных денег. Во-первых, они мало зарабатывают. Потому что у нас, по сути, социалистическая государственная экономика с формальным включением, так сказать, частной активности, приближенной к власти. Это означает низкая производительность труда, низкие зарплаты. Во-вторых, государство прямо регулирует заработки. То есть оно вмешивается в отношения, договорные отношения. В-третьих, государство устанавливает минимальную заработную плату, а это порождает безработицу. И в-четвертых, государство обкладывает людей колоссальными налогами. А это означает, что у вас остается буквально копейки. То есть я хочу напомнить, что вот недавно мне попалась на глаза как раз статистика, по которой Украина находится среди стран, граждане которых, население которых тратит 40% заработанных денег на еду. Это касается, безусловно, большинства людей. Это не касается, там, например, народных депутатов или государственных судей. То есть, когда недавно объявили о том, что судьям повышаются пенсии, теперь судьи будут получать что-то по 3 или даже больше тысячи баксов в месяц в виде пенсии, понимаете? Конечно, такой человек не будет тратить 40% на еду. Вот. Но это как бы люди, для которых государство и есть способ их существования. А для тех, кто ведет экономическую деятельность в Украине, для основной массы населения, 40% их доходов уходит на еду. По этому показателю мы находимся между Эфиопией и Камбоджей. Понимаете? То есть, когда наша власть говорит, мы идем в Европу, то они нас откровенно пытаются надурить. Нет. Из Эфиопии и Камбоджи до Европы очень далеко. Вот где наш уровень, состояние. Тот уровень, на котором, так сказать, государство содержит состояние экономики на сегодняшний момент. А это, безусловно, отражается и на качестве жизни, и на уровне жизни, и на всех прочих возможностях, в том числе и на возможности сопротивляться в этой войне. То есть я еще раз, который раз я хочу напомнить, что государство не способствует эффективной защите от агрессора, потому что в государстве нет ничего, что можно было бы взять в качестве защиты. То есть в нем нет ни механизмов, ни институтов, ни каких-то специфических технологий, которые бы помогали людям защищаться. Наоборот, государство – это система, набор методов агрессивного насилия, которая призван конфисковывать собственность у большинства населения в интересах узкой группы лиц, которые, собственно, контролируют государство. То есть в этой ситуации государство помочь в обороне ничем не может. Чем меньше государство задействовано в обороне, тем лучше оборона. И мы это видели. То есть в первые дни войны мы видели, что украинцы, лишенные вот этой тесной опеки, так сказать, со стороны государства, они имели больше возможностей для того, чтобы эффективно сопротивляться, даже ограниченными вооружениями. А потом, когда государство включилось в этот процесс в полный рост, когда они почувствовали, что им ничего непосредственно не угрожает, тогда начались все проблемы, с которыми мы имеем дело теперь вот уже 3-й год. То есть, понимаете, когда государство постоянно твердит нам, что они собирают с нас деньги для того, чтобы можно было эффективно обороняться, то реальность говорит об обратном. Государство отнимает у нас деньги для того, чтобы минимизировать наши возможности к обороне. То есть здесь интересы государства и интересы агрессора полностью совпадают.
Не потому, что там какие-то люди не такие, не потому, что мы избрали, как нам говорят, таких вот каких-то людей не тех. Нет, дело в природе государства. То есть люди там могут быть любые. Даже если вы составите правительство там из, я не знаю, выдающихся либералов там и кого угодно, в этом смысле ничего не изменится, потому что природа государства одна и та же, она всегда одинаковая. И в данном случае мы говорим именно о природе государства. Поэтому, кстати, вот у меня в комментариях спрашивают, что верю ли я в то, что в Украине может прийти к власти там некто, похожий на Милея, да, как президента Аргентины, либертарианца, или нет, вот я не верю в это. И так, это не имеет никакого значения. В Украине к власти может прийти кто угодно. Не это определяет перспективы и следствия, так сказать, таких действий. Решает вопрос в любой стране. Ситуация определяется тем, каким есть уровень противостояния государства и общества. То есть, если общество активно сдерживает государство, если общество сокращает вмешательство государства в жизнь, во все сферы деятельности, там выше уровень жизни, там выше возможности, выше богатства, выше результаты в любой деятельности, в том числе и в обороне. Там, где государство давит общество, где государство вмешивается во все сферы, контролирует все сферы деятельности, там у общества возможности падают, сокращаются. И в том числе в обороне. То есть даже и в самой жуткой войне, там, где государство контролирует все процессы, оно обречено на поражение. То есть то, что Советский Союз победил во Второй мировой войне, будучи тоталитарным социалистическим государством, полностью контролировавшим эту страну, тогдашнюю страну СССР, говорит только об одном. На самом деле победа была обеспечена свободными экономиками Соединенных Штатов и Великобритании. Относительно свободными. То есть там общество и экономика, рынок были гораздо мощнее, чем те государства, которые контролировали эти страны. Именно поэтому Германия не выстояла, не выдержала и сломалась. А единственная заслуга советской власти — это просто десятки миллионов погибших людей. Это все, что может власть. Собственно, мы с этим прекрасно и понимаем это, и исходя из современных реалий. То есть, понимаете, в государстве поменять ничего нельзя. То есть там нечего менять, там нет механизмов. То есть думать, что если мы можем избрать кого-то, кто что-то делает правильно, и это изменит ситуацию, это не знать главного. Государство не нейтральный инструмент. Это не молоток, которым можно бить окна, а можно забивать гвозди в новом доме. То государство всегда выполняет только одну функцию. Это агрессивное насилие. Системное агрессивное насилие в течение достаточно длительного времени. Вот смысл существования государства. И вы, если там что-то начинаете менять, то вы просто меняете форматы этого насилия, формы, какие-то реализации. Оно по-разному выглядит. Но оно всегда направлено на одно и то же, на агрессивное насилие. Ничего другого государство делать не умеет и не способно. Там нет для этого никаких возможностей. То есть то, что на Западе иногда ситуация выглядит иначе в зависимости от того, кто находится при власти. И вот в частности в Аргентине мы сейчас надеемся на то, что Милею может все-таки удастся как-то ситуацию изменить к лучшему. Это определяется не тем, что там происходит в государстве, а состоянием общества. То есть насколько общество способно сдерживать государство. Потому что когда государство активно сдерживается, серьезно, когда они чувствуют эту угрозу со стороны людей, работающих на свободном рынке, тогда они вынужденно реконструируют, так сказать, свою систему. Они ее реформируют внутри там для того, чтобы каким-то образом приспособиться к этим условиям. Потому что государство — это паразит. Его задача вцепиться и держаться крепко, выкачивая, так сказать, ресурсы. Все, других задач у него нет. И поэтому вот эта трансформация внутри государства, никогда не затрагивает его суть.
Паразит остается паразитом. Но некоторые формы его, вот этого крепежа, так сказать, к обществу, могут немного меняться, но только под воздействием извне, под воздействием общества, а не потому, что кто-то избран там внутри на те или иные посты. То есть, когда мы говорим о надежде, связанной с Милеем, то мы на самом деле говорим о надежде, связанной с аргентинцами. А с аргентинцами есть надежды. Почему? Да потому что эта страна в прошлом имеет опыт настоящего капитализма. Это когда-то была развитая, экономически развитая, зажиточная, капиталистическая процветающая страна, которую потом государство и социализм привели к состоянию бедствия. То есть у аргентинцев в бэкграунде, так сказать, в их анамнезе очень здоровые записи, очень позитивные. И поэтому мы можем рассчитывать на то, что они все-таки каким-то образом эту задачу решат и восстановят вот тот уровень, который был утрачен. Когда же мы говорим об Украине, то, к сожалению, наш бэкграунд имеет гораздо страшнее вид. У нас в бэкграунде голод, бедность, коммунизм, то есть тяжелейшие вещи. Мы 100 лет не знали ничего напоминающего право собственности, какие-то свободы, то есть экономические свободы, свободу экономики, экономической деятельности. Мы ничего этого не знали. Украинцы утратили навыки экономической деятельности в условиях рынка. А это самое важное. Потому что вы рынок учите не по книжкам, не по учебникам. Вы рынок постигаете из практики. Вот практикуете его и понимаете, что надо делать дальше. То есть, а если рынок искусственно сжат государством до уровня минимума, то, соответственно, и опыт у людей минимальный. Нам нужно много лет в такой ситуации для того, чтобы как-то немножко разобраться с тем, что там как работает. Потому что государство постоянно ставит палки в колеса, постоянно подрывает все здоровые инициативы, рушит, так сказать, любые усилия людей на то, чтобы как-то разбогатеть, как-то построить свое будущее и так далее. Именно с этим связано то, что украинцы уезжают массово. Они именно это прекрасно понимают. Они видят, что они могут потратить свою жизнь на бессмысленное сопротивление государству. И ничего не изменится, по большому счету. То есть, поэтому они уезжают туда, где общество без них, но уже смогло как-то немножко придержать свое государство. И там для людей появляются большие возможности. В Европе тоже там далеко уже все не, так сказать, неблагодатно. Но, по крайней мере, там еще есть эти традиции настоящего свободного рынка, относительно, скажем. Всегда можно говорить только об относительной свободе там, где есть государство. Вот, собственно, почему мы вот так оцениваем те ситуации, ту ситуацию, которая сложилась сегодня в Украине, и наши перспективы в дальнейшей борьбе за свободу. Я хотел остановиться еще на одной новости, которая привлекла мое внимание, и которая тоже еще позволяет заметить вот некоторые тенденции, которые, может быть, от многих ускользают. В новостях прошло такое сообщение, что 17-летняя украинка изобрела уникальный защитный материал, который можно использовать в обороне значит, например, там для бронежилетов. Он очень легок и крепок. Вот о чем говорит мне, например, человеку, который полжизни прожил в советском режиме, что говорит эта новость? Да о том, что повторяется вот эта старая мантра, советская мантра. А о том, какие мы талантливые и какие мы, значит, выдающиеся, какие мы чудеса творим, значит, и все рекорды должны носить наши имена. То есть, да, люди изобретают, вот в этом все и дело. Но условия, в которых живут люди, зависят не от их изобретательности, а от свободы экономики. То есть, изобретательность, количество патентов, количество зарегистрированных свидетельств там, об изобретениях и так далее, и так далее. Это не определяет тот уровень жизни, в котором живут люди. Уровень жизни, уровень их успеха, уровень их достижений определяется свободой, экономической свободой.
Если у вас экономика свободна от государства, тогда у вас будут и изобретения, и главное, реализация этих изобретений в жизнь. То есть в Советском Союзе было миллионы изобретений, но ничего не было на полках магазинов. А техника, как правило, вся была просто элементарными дешевыми копиями западной. То есть все кралось, все воровалось абсолютно. То есть подделкой было все, что выпускалось в СССР в виде военной техники, там, а собственно кроме военной там никакой не выпускалось. Вот. А то, что потреблялось людьми, это все было нижайшего качества. Небольшие, так сказать, отклонения в позитивную сторону было только в секторе теневой, черного рынка, теневой экономики. Вот, то есть изобретение, да, я помню, у меня где-то до сих пор лежат 2 патента, значит, еще советского времени. Это ничего не определяло в жизни. То же самое о сегодняшней Украине. Нам постоянно рассказывают, что изобретен новый вид феноменального дрона, что украинцы там построили какую-то систему, которая добывает электричество из воздуха, что вот, значит, девочка изобретает суперматериал для бронежилетов. Это всегда с людьми так было. Но реально сделать нашу жизнь лучше может только экономическая свобода. Без этого в условиях тотального государственного засилия никакое изобретение, они все обречены на смерть. Они будут лежать на полках, потому что и даже среди этих изобретений не будет никакой конкуренции, потому что прежде чем попасть, так сказать, в жизнь, быть реализованным, любая идея должна пройти опробование, тестирование, а это нужно методом пробы и ошибок совершенствовать эту идею, технологию и так далее, доводить ее до промышленного уровня и потом ставить на массовое производство. Вот с этим в Украине и вообще в любой стране, где доминирует государство, самые большие проблемы. Мы можем изобрести любой дрон, но мы никогда не сможем обеспечить массовое производство этих дронов. У нас просто нет для этого возможностей. Для этого надо освобождать людей, освобождать экономику. Только тогда появятся все эти дроны, миллионы там, и так далее, и так далее. То, что в Украине что-то не так, понимаем не только мы, понимают и те западные спонсоры, которые оплачивают всю эту историю, то есть которые содержат государство украинское последние уже много-много лет. Недавно, вот на этой неделе, как раз которую мы рассматриваем, пришло сообщение о том, что Европейская комиссия решила организовать такой аудиторский совет Ukrainian Facilities, там, значит, фонд, который, как известно, европейцы выделили 50 миллиардов евро, и вот теперь они выделяют специальную аудиторскую контору, там из нескольких человек, задача которой контролировать, как эти деньги будут тратиться. То есть они прекрасно понимают, что, в общем, эти деньги обречены. Если их не контролировать, они исчезнут в черной дыре украинского государства. Насколько поможет такое администрирование, я лично в этом очень сомневаюсь. Скорее всего, они просто будут частью вот системы больших откатов, так сказать, которые помогут украинской власти утилизировать эти деньги. Часть из этих денег уедет обратно в Европу в чемоданах там, или в дипломатической почте. Вот, то есть ничего это на самом деле не контролирует. Контролировать все может только рынок. То есть система самоконтроля, вот эта система контроля того, как используются ресурсы в интересах общества, возможно только в виде свободного рынка. Человечество изобрело это давно, убедилось в том, что только это и работает. И поэтому вот эти попытки, значит, чиновников из Европы и украинских бюрократов сообща придумать какую-то новую, значит, модель, что якобы можно где-то сесть там, значит, и нарисовать экселевские таблички, по которым будет все понятно. Нет, так это не работает. То есть чиновник заинтересован в присвоении денег, а если его лишить этой возможности, тогда он перестает вообще интересоваться тем, чем он занимается. Из Европы пришла еще одна неприятная новость на этой неделе. Как оказалось, Европа зависит по-прежнему, как мы знаем, от газа. То есть они много говорят о том, что надо сокращать потребление газа. Кто-то там даже это делает, то есть как потребление сокращается. Но тем не менее объемы закупки газа достаточно велики.
И вот мы узнали на этой неделе, что Россия впервые за 2 последних года обогнала Соединенные Штаты в качестве поставщика газа в Европу. Понимаете? То есть в условиях, когда, помните, может, Трамп говорил тогда, что мы готовы обеспечить Европу полностью газом. Она может спокойно отказаться от российского газа. Газа из Америки достаточно. Причем по нормальной, так сказать, цене. Но здесь, в данном случае, мы видим, что европейцы, европейская бюрократия, ЕСовская бюрократия, она считает, что вот эта связь, эта пуповина газовая с Россией им важнее, чем переход, так сказать, на получение газа из Соединенных Штатов. Они не могут обойтись без американского газа. Но газ из России по-прежнему его больше, чем из Соединенных Штатов. То есть 15% всего объема поставок газа в ЕС, значит, сегодня из России, а 14% из США. Разница небольшая, но принципиальная. То есть мы видим, что Россия по-прежнему поставляет газ в Европу, а это значит, она получает деньги. А это значит, эти деньги Путин использует для того, чтобы воевать с Украиной. Причем эти деньги поступают стабильно, без каких-либо условий, без каких-то аудиторских советов. То есть они просто тупо платятся, и Путин реально делает с ними все, что хочет. А хочет он сейчас пока что воевать. Вот, собственно, мы и видим, как Европа участвует в этих процессах. То есть то, что европейцы отказываются всеми руками и ногами, отбиваются от американцев, говорит нам о том, что единство Запада, в принципе, это понятие условное. То есть чиновник всегда заинтересован в своих интересах. И в данном случае европейская бюрократия, она очень серьезно настроена на то, чтобы сократить влияние американцев на состояние дел. То есть здесь Европейский Союз до сих пор не подписал договор с США о свободной торговле. Казалось бы, ну вы же тут свободная экономика, выдающиеся все либералы, значит, апологеты свободного рынка, там, ликвидации барьеров и так далее. Нам же только об этом и говорят, про Европу. Но нет, они не хотят договариваться с США о, значит, беспошлинной торговле. Потому что французы, например, они сразу понимают прекрасно, что кончится история с их французским языком. Они очень боятся того, что английский одолеет таки французский. То есть сейчас вот эти искусственные барьеры, которые есть, в частности, барьеры на пути культурного продукта, вот кино, литература там и так далее. То есть это все во Франции очень сильно ограничено. Французы таким образом лоббируют, так сказать, свой французский язык. Это сказывается на том, что французы платят за многое больше, чем они могли бы платить. То есть, а это значит, например, а это напрямую, это связано с интернетом, потому что сегодня интернет это ключевой канал распространения информации. То есть, французы, ставя защиту, так сказать, языка, они таким образом ограничивают вообще всю сферу применения интернет-технологий. Мы же слышим эти постоянные новости о том, что Еврокомиссия, там Евросоюз постоянно штрафует то Google, то там, значит, Apple, то Amazon, то еще кого-то. То есть они лупят с них какие-то гигантские штрафы за нарушение своих европейских бюрократических норм. То есть относительно свободный рынок США, он не может проникнуть в Европу, потому что Европа тупо строит искусственные барьеры на своих границах, несмотря на то, что они, так сказать, выступают за свободу всеобщую, сотрудничество, партнерство и так далее. Но это только на словах. То есть все, что касается их интересов, они не продадут ни за какие цены, то есть ни за какую цену. Они не уступят населению, если люди будут выигрывать от того, что, допустим, свобода торговли только упростится между США и Европой. Европа не даст этому случиться. Европа не пустит и никого другого. То есть сегодня она больше заигрывает, например, с тем же Китаем, для того, чтобы, по сути, как бы создать некую, значит, альтернативу. Но это все никакая не геополитика. Вот это вот очень надо важно понимать. Это тупо преследование своих внутренних интересов. Чиновник всегда заинтересован в тех деньгах, которые он может взять внутри своей страны. Вот его мотив, вот его, так сказать,
приоритет. Это его мотивация. А все остальное это следствие. То есть он прикрывает эту свою заинтересованность в деньгах разными разговорами о геополитике, о какой-то там глобальный юг против глобального севера. Вот это вся эта чепуха. Это все звучит только для того, чтобы скрыть банальные интересы. У каждого чиновника они внутри своей страны. Потому что он сидит, контролирует эту территорию, и это его источник доходов. Вот только это его волнует. И во всех вот этих разговорах о партнерстве, договорах, союзах, каких-то там, значит, альянсах, надо всегда идти на уровень ниже, потому что на уровне ниже находятся ответы на вопросы. Там находятся деньги, которые лежат внутри страны, находятся так или иначе в экономике или там в карманах людей и так далее. Вот эти деньги и есть интерес чиновников. И Европа здесь ничем не отличается от любых других стран, а уж Украина-то тут просто демонстрирует, так сказать, самые передовые технологии отъема денег у населения. Европейскую тему Да, кстати, чтобы закрыть вопрос с газом. Вот это лидерство Россия, среди прочего, поддерживает благодаря трубопроводам, газопроводам, которые идут через Турцию и, как ни странно, через Украину. То есть мы, в принципе, наша власть, она по-прежнему помогает зарабатывать Путину. Вот, и потом, таким образом, Путин может больше разрушить украинских электростанций. Значит, закончить историю из Европы я хочу сообщением о том, что президентка Швейцарии, о которой в последнее время говорится много в связи с саммитом мира, значит, который проходил в Швейцарии, она заявила, что Путина не арестуют в случае его приезда на вот этот второй саммит мира. То есть они же планируют второй саммит уже, на который якобы должны приехать русские. Ну или, по крайней мере, пригласят их. И вот если Путин приедет на этот саммит, то, значит, то его не арестуют. Окей. А давайте тогда зададимся логическим вопросом. А как же вот этот вот мандат, так сказать, этот приказ, или как он там назывался, на арест? Ордер, который, значит, издал Международный криминальный суд, который нас при всех призывают уважать, значит, считает исключительно важным, значит, важнейшим элементом борьбы с агрессивным насилием, вот с агрессией России в данном случае, и в частности с Путиным. Но в данном случае как-то этот вот приказ на арест Путина, он уже вроде как бы перестает действовать. То есть Европа вот этим всеми своими действиями, она явно демонстрирует нам вот фиктивность всей этой политической суеты. То есть поэтому убедить человека в том, что они могут действительно какой-то суд, что-то может там решить, что-то кого-то могут арестовать, это все диктуется исключительно их внутренними конкретными интересами конкретных чиновников. Но никакого права, никаких даже законов уж, на что они искусственны и пишутся, так сказать, в угоду конкретным идеям и конкретным интересам. Это все не работает там, потому что в государстве работают только интересы чиновника, интересы того, кто рулит, кто, так сказать, использует государство как систему агрессивного насилия по ее прямому назначению. И никакой суд, никакие ордеры об аресте и так далее здесь действовать никогда не будут. Если они кого-то арестуют, то просто не потому, что так гласит право, а потому что какие-то влиятельные чиновники в этом заинтересованы. Вот и все. То есть их личные интересы чиновника, это всегда является главным законом функционирования любого государства. И в данном случае мы видим, что рассчитывать на какой-то криминальный суд с его приказами об аресте Путина не приходится. Никто его арестовывать не собирается, да и, в общем, они даже и пугать его, в общем, не собираются этим ордером. Это все делается для того, чтобы создавать просто некий информационный шум. А создание информационного шума, как мы уже не раз говорили, это важная часть всей деятельности государства. Государство должно создавать эту волну спама политического, эта волна она должна прикрыть реальное положение дел, реальную суть государства, скрыть преступную суть государства.
Закончить сегодня я хочу одной новостью из Уэльса, который мне очень близок. Я когда-то бывал в Уэльсе и не раз. Люблю эту страну. И там много интересных наблюдений было в свое время. Я вообще даже хотел, так сказать, чтобы об Уэльсе в Украине знали больше. Это интересная страна с интереснейшей историей. Там много параллелей с Украиной, особенно вот когда, помните, все эти шахтерские волнения были и так далее. Уэльс тоже страна шахтеров, там тоже были волнения, там тоже сейчас полно в пабах мужиков, сидящих, значит, за пинтой пива, которые работали шахтерами, а потом, значит, были выкинуты на пенсию, так сказать, копеечную, и теперь еле-еле сводят концы с концами. Но суть не об этом. В Уэльсе в результате определенных политических процессов этой стране разрешено было завести что-то вроде своего парламента. То есть, например, если в Англии есть парламент, если в Шотландии есть парламент, если в Северной Ирландии есть парламент, то в Уэльсе очень долго парламента не было. Была какая-то такая просто, так сказать, комбинация чиновничьих усилий. Вот. И уэльсцы, как бы, они ведь, в отличие от шотландцев, с которыми был заключен договор, и в отличие от Северной Ирландии, которая тоже имеет сложную историю, Уэльс был же покорен. То есть Англия реально победила Уэльс, несмотря на жесточайшее сопротивление. То есть до сегодняшнего дня в Уэльсе вы чувствуете дух противостояния с англичанами. То есть его нельзя скрыть. Это как бы часть их культуры. Вот, то есть они знают, что их победили, тупо, значит, склонили, так сказать, к союзу, в который они не собирались вступать, в это объединенное королевство. Вот, именно поэтому английскому королю довелось, значит, своего старшего сына назначать принцем Уэльским. То есть это таким образом он как бы сделал ход навстречу валлийцам, что сказать, ну смотрите, вот как, мол, мы вас уважаем и ценим, то есть давайте вы как бы там не будете сильно возбухать. Вот, но это ладно, вернемся из истории в сегодняшний день. И вот, значит, вот этот такой себе парламент, как бы парламент в Уэльсе, который с недавних пор функционирует. Туда есть выборы, там есть национальные партии, которые работают только в Уэльсе. Плайд Кимру. Кимру это на валлийском, значит, Уэльс. Вот, и эта партия, политик этой партии, один из известнейших политиков этой партии, он недавно выступил с такой инициативой. Значит, подготовить закон, подготовлено законодательство, по которому, значит, вранье политиков, вот брехня политическая вся, она будет приравниваться к криминальному преступлению. То есть будет преследоваться по закону как криминальное преступление, наказываться тюрьмой, так сказать, со всеми вытекающими последствиями. При этом, значит, криминализуется, значит, вранье политиков, которые являются членами вот этого парламента Уэльса или участвуют в выборах в этот парламент. Вот, то есть на вот этом этапе, так сказать, выборов и уже в процессе их деятельности, значит, каждый политик, который будет пойман на вранье, он, значит, должен будет нести криминальную ответственность. Значит, сейчас этот проект законодательства, вот эти предложения, они обсуждаются в Уэльсе. Вот. Но, судя по всему, скорее всего, они обречены на провал. То есть, нынешнее правительство, валлийское правительство, вот, оно скептически относится к подобным инициативам. И, скорее всего, оно будет, так сказать, постепенно замято и забыто. Но тут меня просто привлекает сама постановка вопроса. Вранье политиков. То есть, честно говоря, вот чем больше вы знаете политиков, чем больше вы знаете политику, тем больше вы понимаете, что, собственно, кроме вранья, там ничего нет. То есть, во-первых, политика и все, что связано с властью, с государством, основано на вымышленных понятиях. То есть, когда политик говорит, например, государство, народ, нация, интересы народа, или там интересы государства, или там, я не знаю, то любое практически понятие, которое фигурирует, налоги те же, да, вот налоги, например.
Ну, это же как бы грабеж. То есть, если действовать по праву, то тот, кто собирает, так сказать, налоги, он грабит людей. Они же отдают деньги не по согласию, не по доброй воле. То есть, это грабеж, открытый среди бела дня. То есть, этих людей надо сажать сразу, тут же, без разговоров. Но их же никто не сажает. То есть, если вы мытника, так сказать, вот этого, который собирает налоги, не сажаете, то что тогда говорить о политике, который лопочет о каком-то непонятном, о совершенно непонятных никому вещах? Ведь в государстве самая главная специфика государства – это его вымышленность самой природы, самой сути вот этой, которая обговаривается, обсуждается, которая является предметом политических дискуссий. Ведь возьмите, политик никакого не получает мандата от избирателей. Никакие избиратели ему ничего не делегируют. Вы не можете делегировать человеку какому-то непонятному право собирать с вас налоги, то есть отнимать у вас деньги. Потому что у вас такого права нет. Вы его не можете делегировать. То есть политики не выражают ничьих интересов, кроме своих собственных. А ведь мы же постоянно находимся в мире вот этого вот вымышленного мира, который называется государство. Само государство, найдите определение государства. Вот просто вбейте в поисковик и посмотрите, как этатисты объявляют, что такое само государство. Да там море каких-то мутных определений. То есть, что угодно несут. То есть, там побольше умных слов. Да, то есть, да, высшая форма организации общества, что-то такое. Вот. То есть, вы можете встретить что угодно. То же самое с правительством, с парламентами, с законами и так далее. То есть, вы постоянно, имея дело с государством, вы имеете дело не только с брехней, не только с враньем откровенным. Вы имеете дело вообще просто с фикцией, тотальной. Государство – это глобальнейший фейк современности. То есть, то, во что превратилось государство после Первой мировой войны, условно, ну, примерно, вот на рубеже 20 века, так сказать. Это государство, превратившееся в фейк. Национальное государство – это фейк на фейке, и фейком погоняет. Потому что старые модели, вот эти монархические, там, имперские и так далее, они базировались хотя бы, по крайней мере, на соотношении к понятию собственности. То есть, монарх был собственник. Это его как бы. Вот у него была территория, земля, там, значит, ресурсы. Он был собственником. И он взаимодействовал со многими людьми на правах вот этих, с учетом этого понимания права. Он не говорил, что люди ему делегируют право там, или еще не выдумывал ничего. Многие государства вообще не знали, что такое законы. Люди жили по праву, то есть по простейшим, известным, хорошо, интуитивно понятным правам. Законы писались крайне редко и только в особых случаях, и экстремальных ситуациях, там, например, в связи с войной там, или еще что-то. Там тот же король какой-то не мог мобилизовать, например, все население и сказать: все воюем, идем на войну. Фиг. Никто не собирался его слушать. Он должен был платить за это. Он должен был каким-то образом это все оправдывать. Рассчитываться потом с теми феодалами, там, которые поставляли ему солдат и так далее. То есть мы видим, как и английская аристократия вся была, по сути, офицерством, потому что они защищали свою собственность. Для них родина это их земля, их вот эти гектары, эти села, деревни и так далее, которыми они владели. То есть они чувствовали себя ответственными. Тут стоял 500-летний замок, в котором жили все их предки и так далее. То есть в этой ситуации все, что происходило в государствах, имело совсем другую природу. Это интересно сейчас читать в исторических книгах, это интересно читать у отдельных историков, способных более-менее на трезвый взгляд. А вот то, что касается современного государства такого, каким мы его знаем, это фейк, вранье
и полная чушь. То есть здесь все извращено. Абсолютно. Здесь ни одно слово не имеет того смысла, который в него можно вложить. Или вкладывается в него совершенно другой смысл. То есть вот в такой ситуации, когда мы читаем о попытках наказывать политиков за брехню, то, конечно, кроме как сюжет для юмористического рассказа, такая инициатива не может существовать. Но, с другой стороны, сама постановка вопроса уже дает нам определенный сигнал. Все-таки на Западе, тем более в Британии, стране, которая имеет давние, вот эти как раз давние традиции собственности, давние традиции парламентаризма, который не был частью государственной власти, а наоборот, парламент сдерживал монарха в его, так сказать, забаганках, в его желаниях, в его мечтах, в его расходах. Вот, то есть в этой стране все-таки еще есть какие-то остатки понимания того, что политика может быть другой. То есть здесь люди вполне могут стать в оппозицию власти. То есть люди должны, общество это и есть организация, никакой дополнительной организации обществу не нужно. Любые попытки навязать обществу еще какое-то государство как форму организации должны пресекаться, и им нужно сопротивляться. И вот такие новости о том, что вот, допустим, некоторые политики в Уэльсе требуют, значит, криминальной ответственности за вранье политиков, это, в общем-то, сигнал того, что Британия умирает последней. То есть там вот эта традиция, так сказать, правовая традиция, традиция старых принципов, так сказать, старой школы, она все еще немножко, так сказать, теплится и как-то проявляет себя время от времени. Ну, недаром британцы вышли из Евросоюза. То есть тут двух мнений быть не может. Британия не готова к тому, чтобы погрузиться вот в этот социалистический ад, который строит в Европе Брюссель. Все, спасибо за внимание. Я вам всем благодарен за интерес. Обращайтесь к моему каналу, он на украинском языке. Если вы пользуетесь украинским языком, милости просим, что называется. Я думаю, что мы дальше будем работать над тем, чтобы регулярно выходить в эфир, невзирая на отключение света. Скорее всего, я склонюсь к тому, что проведу себе оптоволокно, так сказать, доступ в интернет оптоволокна, и заменю этим новой технологией ту, которую я пользуюсь сейчас. Потому что, бэкап по питанию самой техники у меня уже решен вопрос. Осталось решить вопрос с интернетом. Все, спасибо вам за внимание. Всего хорошего, удачи, пока.